Всем привет, друзья, и добро пожаловать на канал Поговорилки. Меня зовут Аня, и сегодня мы говорим о книгах. Погнали! Сегодня я хочу поделиться 5 книгами, которые я бы посоветовала вам прочитать. И также, пожалуйста, досмотрите видео до конца. В конце я поделюсь своим лайфхаком, как читать каждый день и находить на это время. Итак, первая книга на самом деле имеет очень интересное и забавное название, как мне кажется. «Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков». Книга на самом деле очень интересная, и само событие происходит во времена после Второй мировой войны в Лондоне. Это где-то 1946-1947 год, когда страна пытается как-то выйти из разрухи послевоенной, и сама книга, она в основном завязана вокруг писательницы по имени Джулиет, и она, скажем так, находится в поиске себя как писательницы, потому что во время войны она писала колонку в газете под псевдонимом, и это больше было какие-то там юморные истории, чтобы поддержать людей, но сейчас она поняла, что она хочет написать что-то серьезное, и вот как бы она все пытается, скажем так, найти идею. И случайно к ней попадает письмо одного человека, который живет на острове Гернси. Вот. И это остров, это британский остров, но он находится возле Франции. И в войну, как бы Вторую мировую, он был оккупирован немцами, и люди там фактически всю большую часть войны прожили вот как бы в оккупации. И человек этот получил случайно ее книгу, которую она когда-то купила где-то там в магазине, потом она ее продала, в общем, он ее нашел, и это, знаете, как буккроссинг, она там, видимо, что-то написала, и он ей пишет, что спасибо, классная книга, и я увидел, что вот там ваше имя, фамилию, да, и вот хотел бы с вами пообщаться на эту тему, на тему книги, и у них завязывается такая, скажем, переписка. И книга на самом деле в дальнейшем будет рассказывать сюжет про то, как она поедет на этот остров, познакомиться там с этими людьми, потому что клуб картофельных очистков — это как бы клуб людей, которые жили там, и с ним связана очень интересная история, почему он так называется. И сама книга, сама структура книги, она как бы написана в таком формате, как будто это переписка письмами между этой писательницей Джулиет и жителями этого острова Гернси. Я, на самом деле, очень кайфанула, я прочитала ее где-то за 1-2 вечера, и, то есть очень легко читается, очень интересно, захватывающе, жизненно. В общем, я советую. Также я добавлю описание, название все в описании к этому видео. Перед тем, как мы перейдем к первой книге, я бы хотела попросить вас поддержать мой канал, подписаться, поставить лайк и, конечно же, поделиться с друзьями, если этот выпуск будет вам интересен. Следующая книга, о которой я хочу рассказать, я ее читала в электронном виде, поэтому я ее сейчас вот здесь добавлю. Эта книга называется «Ученица» Тара Вестовер. Автор, и вот эта книга, она меня на самом деле зацепила больше всех других, потому что она своего рода уникальная, так как это автобиография вот этой автора Тары Вестовер, о ее каком-то жизненном пути и о ее семье, потому что она происходит из семьи мормонов, о их каком-то укладе жизни, что там внутри за закрытыми дверьми происходило и как она вообще стала тем, кто она есть. Она, на секундочку, сейчас, если я не ошибаюсь, доктор литературных наук. А в ее семье как бы из интересных фактов это то, что мормоны, они очень верующие, и у них есть определенные какие-то привычки или традиции, скажем так, то есть они не пьют кофе, алкоголь, например, стараются как бы в основном проводить время внутри семьи, и вот эта семейная связь у них очень ценная. И в ее семье было так, что ее родители не признавали обучение в школе. Как бы буллинг ее, да, какое-то психологическое насилие и физическое даже внутри семьи. То есть книга на самом деле очень необычная, и если вы не знали, вот, например, я до этого не особо понимала, кто такие мормоны и вообще как
все это происходит, и после этой книги я уже даже как-то немножко имею представление, да, и здесь вот как бы это все рассказывается изнутри, как бы от первого лица, потому что она сама, вот, это история про нее, да, и вот как она все это описала, то есть понятно, что где-то это частично там автобиография, где-то это там какие-то мысли из дневников, которые она вела, и потом на основе их она написала эту книгу. Ну, в общем, книга на самом деле заслуживает внимания, и вот если вы хотите почитать что-то такое необычное и как бы жизненное, и вообще как-то посмотреть, возможно, как люди другие живут, да, в контексте там другой религии, то это хорошая книга. И да, если вы читали эту книгу и предыдущую, и вам откликается, напишите, пожалуйста, что вы думаете по поводу этих книг и следующих. Надеюсь, вы досмотрите это видео до конца. Мне будет очень интересно почитать, и, возможно, где-то мы с вами сойдемся в каких-то инсайтах. Я, конечно, могу много говорить и, там, знаете, улетать в космос, но буду как-то себя заземлять и надеюсь, что из всего моего спича что-то ценное, да, вы для себя вынесете. Следующую книгу The House in the Pines Anna Reiss я читала на английском, потому что она вот буквально вышла в январе, если не ошибаюсь, или в декабре. И она была выбором января клуба Риз Уизерспун. Это, кстати, очень известный клуб книжный от актрисы Риз Уизерспун. Если вы смотрели фильм «Блондинка в законе», например, самый известный с ней, она вообще очень крутая сама по себе, и вот она организовала этот книжный клуб, такая реклама, да, вот, и там на самом деле очень много книг интересных, которые я беру читать. Книга, на самом деле, как по мне, больше такой жанр триллер, да, как бы новелла, триллер, что ли, что-то такое. Она рассказывает про девушку Майя, которая уже 10 лет, прошло 10 лет с того момента, как ее подруга лучшая погибла у нее на глазах. И вот она не может пережить весь этот момент, но как бы она его в себе подавляет, все эти эмоции. Она уже сейчас, там, ей 20 с чем-то, да, как бы это произошло, когда она была в выпускном классе, ей было там 15, 16, 17 лет, то есть где-то 10 лет разницы. И она рассказывает про то, как она вот в настоящее время начинает понимать, что хочет докопаться до истины этой истории. Смерть ее подруги связана с одним парнем, и она случайно видит видео как бы в Ютубе, что другая девушка в кафе с этим же парнем тоже погибает прямо перед ним. И там была такая же история с ее подругой как бы. И она понимает, что это все вообще не совпадение, и она очень боится, потому что все, что происходило в то время, когда ей было 16 лет, это было связано с этим парнем, и в какой-то момент произошла вот эта смерть ее подруги прямо перед ней, но это не было, знаете, как там, типа, из ружья ее убили, или из пистолета, или там... Это не было каким-то убийством там, из огнестрельного оружия, да, это было больше про какую-то мистику. И вот на этом видео она видит то же самое, что как бы девушка сидит в кафе с этим парнем, и ничего не происходит, она просто в какой-то момент падает на стол, и она мертва, как бы, ну там уже по видео было понятно. И, в общем, она едет выяснять всю эту историю в свой город, в котором она родилась, потому что это все там происходило, а сейчас она как бы живет в Бостоне, там с своим новым парнем, все такое, пытается как бы жить нормальную жизнь, но не очень получается. В общем, она вот пытается выяснить, что происходило в то время. И мне в целом эта книга понравилась. Если вы хотите немножечко окунуться в такую а-ля детективную ужастик историю, не то что ужастик, ну, в общем, пощекотать нервишки, то вот хорошая книга. Следующая книга «Медвежий угол» Фредерик Бакман. У меня вообще с этим автором как бы изначально не заладилось, то есть я не могла его понять, потому что я начинала читать «Жизнь Уве», «Тревожные люди», какую-то еще, по-моему, книгу.
ну вот как-то не заходило мне. Я не знаю, то ли слог был, то ли как-то вот, ну вот как-то не могла дочитать до конца. А вот эта книга на самом деле мне как-то сразу понравилась, и я начала проникаться. Сама история рассказывается про команду хоккеистов и маленький город в Швеции, который в целом и живет за счет вот этого хоккея, именно юниорской команды. И они готовятся к чемпионату, и, по сути, если этот чемпионат они его выиграют, то как бы они привлекут инвестиции в этот город, начнут строить там стадион, школу, то есть как-то пойдут деньги в этот город, и поэтому все в целом, кто живет в этом городе, они как бы завязаны так или иначе с этим хоккеем. То есть кто-то играет в команде, кто-то тренирует, кто-то играл когда-то, но у него ничего не вышло. То есть такие, знаете, мини-автобиографии разных людей. И в один прекрасный день происходит одно событие, я не буду рассказывать какое, чтобы как-то, да, не, скажем, раскрыть всю интригу, оно негативное, да, и которое просто вот раскалывает этот городок на две части, и люди начинают как бы вести себя очень по-разному. Кто-то кому-то оказывает поддержку, кто-то не оказывает. И это очень сильно вносит как бы раскол, и это происходит прямо перед вот этим чемпионатом, на который на кону стоит как бы все для этого города, потому что если они не выиграют, то есть, то, ну, как бы все, город на самом деле просто загнется. И вот происходит это событие, и интересно здесь было для меня то, что как это все описано, как Фредерик Бакман все описал, все вот эти вот детальные моменты. Получается, что группа людей и один человек сталкиваются как бы лбами. То есть что важнее, цель и благополучие города или благополучие и важность вот одного человека. И это очень интересно, как это описывается, и меня теперь навело, знаете, на такие мысли, когда бывает порой тяжело принять какое-то решение, потому что ты понимаешь, что от этого решения зависит еще куча других людей. Но как бы, это решение для тебя, как и для человека, оно тоже очень важно. И вот, в общем, здесь как бы очень интересно почитать именно и саму историю, и с точки зрения психологии. И последняя книжка — это «Маленькое кафе в Копенгагене». Книжка такая очень, знаете, светлая и очень важная в некоторые моменты жизни, потому что она фактически завязана на истории там, девушки, которая журналист, пиарщик. Она приглашает группу журналистов, чтобы они с ней поехали в Копенгаген для того, чтобы исследовать такое понятие, как хюге. И все это как бы завязано вот вокруг этого хюге. Ощущение жизни, что ли, в моменте, радость от каких-то повседневных занятий, от рутины, и вот больше про осознанность, да, какое-то замедление и красоту вокруг тебя в контексте там твоего дома, да, то есть чтобы это было уютно, то есть, как бы, по сути, получение удовольствия от каких-то таких жизненных маленьких вещей, маленьких событий, а не от каких-то, знаете, там, сверхбольших свершений, которые сейчас в основном очень многие люди, да и в целом, такая тенденция, да, что как бы большинство людей получают удовольствие от того, когда что-то вот большое сделал. Здесь как бы наоборот. И вот, в общем, вся книга про это, и они идут в этот тур, и как они в этом Копенгагене знакомятся с одной, с матерью человека, который им заказал статьи, потому что собирается открывать торговый центр в Лондоне, и как бы в концепции вот этого хюге, и вот ему нужно как бы,
маркетинг, пиар, и вот он попросил, он организовал этот тур и попросил журналистов приехать в этот Копенгаген, чтобы как-то, им показать, что это такое. И вот они, в общем, там несколько дней находятся, и они знакомятся с его мамой, у нее свое маленькое кафе, и там все так вот уютно и хюге. Книга, на самом деле, такая очень приятная, если хочется почитать что-то легкое, приятное, даже где-то, может, романтическое, и про путешествия, то в целом книжка на вечер пятницы отлично подойдет. Ребята, спасибо, что смотрели это видео до конца. Я надеюсь, что эти 5 книг вам понравятся, и, пожалуйста, поделитесь, если вы их прочитаете, в комментариях о своих инсайтах, и что вам понравилось, что нет, или если вы их уже прочитали, то тоже поделитесь, мне будет очень интересно. И я обещала, что я поделюсь, скажем так, таким лайфхаком, как читать каждый день. Я буквально пару месяцев назад поняла тот факт о себе, что я забросила чтение, мне это всегда очень нравилось, и как бы я начала возвращаться, стараться вернуться вот в этот процесс, да, чтения книг, не только там связанных с профессиональной деятельностью, а именно художественных, да. Поначалу, точнее, у меня вот возник вопрос, как бы, как мне это делать, потому что на это нужно выделить время, да, то есть не всегда ты готов пожертвовать, и я для себя как бы выработала такой момент, что я каждое утро буквально там 10-15 минут за чашечкой матчи, я кофе не пью, вот матчу пью, я читаю там пару страниц книги. И это на самом деле очень круто, потому что это помогает словить такой, знаете, момент какой-то осознанности, потому что ты в этот момент замедляешься, а я, например, ловлю себя часто на том, что мне с утра хочется очень быстро разогнаться и в дела вот так хоп, сразу, да, а вот 15 минут чтения, оно мне позволяет как бы немножечко замедлиться, и вот эта тревога, она с утра не происходит, как раньше, потому что от того, что у тебя куча дел, ты как бы с утра там быстро завтрак, да, там почту проверяешь, там работа и так далее, а сейчас как бы вот ты читаешь 15 минут, это тебя немножко так замедляет. Я благодарна за ваше время, ваше внимание. Не забывайте подписываться на мой канал и увидимся в следующем видео.